Добрый день, дорогие друзья! Сегодня мы хотим вам представить технологию легкого домостроения. Много лет занимаясь проектированием коттеджей, не понаслышке знаю, насколько строительство сложное, обычное строительство. Железобетон, блоки, заливки. Все это теперь стало вообще очень дорого, недоступно, поэтому долго зрела идея создать технологию простую, надежную и доступную. Толчком явилась бельгийская технология, когда посмотрел. Да, блок называется. В основе лежит система Лего. В данном случае мы предлагаем. Да, не сказал, что в бельгийской технологии нас многие вещи не устроили. Там она ограничена по заполнению. Причем заполнение пенополистирол. Очень вредное вещество, препараты. Поэтому мы переосмыслили эту технологию, предложили свою. Вот в данном случае предлагаем сделать блоки 5 видов. Модульная сетка блоков 300 на 300. Ну, естественно, блок самый маленький 300 на 300, 300 на 100, метр 80. Вернее, метр 20, метр 80, 2,40. Все рассчитано от раскроя ветвей ОСБ, практически безотходное производство. Два типа блоков. Один блок 300 мм, другие блоки 150 мм. 150 мм это для внутренних перегородок. Но при желании какие-то легкие конструкции можно создавать и из других блоков. Мы усилили саму конструкцию отдельного блока вот этими рейками по углам. В отличие от бельгийской технологии, там ОСБ собирается без каркаса. Поэтому, на наш взгляд, это очень хлипкая конструкция. У нас конструкция гораздо прочнее, а надежнее. В дальнейшем сейчас покажем, как они собираются. Еще есть некоторые нюансы, которые улучшают эту конструкцию. Ну, сейчас перейдем в сборку. Сейчас покажем вам импровизированный угол дома, как он собирается. Вот установлены два блока по 2,40. Для связки берем следующий блок. Устанавливаем в гнезда. Все это плотно. Так, берем следующий блок.
Сюда. Вот здесь надо показать, что вот эти две рейки, они, нижние два блока, они фиксируются между собой. Важно, чтобы блоки были из всех стен. Сделаны по размерам. Тогда это все будет ходить. Давай следующий. Вот, проложив два ряда блоков, мы уже имеем 80 сантиметров стены. Опять делаем связку. Фиксируем этот блок стекер. Сейчас мы продолжим укладку блоков. Формируем ровную плоскость. Так, Лев, давай. Двойной блок. Вот здесь у нас окно получится. Метр 20 ширина. Высота подоконника 800 миллиметров. Так, у нас двойной блок еще есть. Давай одинарные два поставим. Сюда ставь. Без моей помощи. И рядом тоже ставь. Подожди. Продолжаем формировать угол дома. Делаем связку. Есть? Да. А тебе там удобнее постучать? Придерживай. Центр. Бей. Все. Вот здесь покажи вот здесь, что у нас рейки становятся друг на друга.
То есть нагрузка передается от этого блока нижнему блоку. Таким образом. Мало того, что ОСБ ложится друг на друга, еще и рейки. Так. Следующий блок. Вот здесь у нас осталось. Для этого случая есть. Короткий блок. Продолжаем. Ну, таким образом формируется стена постепенно. У нас пока в наличии больше одинарных блоков. Но на самом деле при проектировании надо учитывать максимальное количество длинных блоков. Проще, быстрее, крепче. Ну, надо сказать, бинарные блоки зачем монтируются. Просто без подступа. Но надо сказать, что внизу будет направляющий брус, на который будет крепиться нижний блок. Ну и сами блоки тоже между собой будут крепиться. Торчащие рейки. Сейчас установим перемычку на импровизированное окно. Вот получилось окно, но на самом деле вот этих в перемычке, вот этих ножек не будет. Здесь будет подшиваться тоже USB и здесь USB. Получится идеально ровное, с заданным размером окно. Установлен блок продолжения перемычки. И переходим к внутренним стенам.
Оператор приглашается, да? Сделай перерыв. Ну, внутренние перегородки аналогично собираются. Деревяшка. Тело. Так, ну, внутренние перегородки тут можно будет использовать два варианта. Либо делать связку с основной стеной. Это есть возможность, потому что есть у нас вот такой блок, который будет компенсировать. У нас здесь получилось 300 миллиметров. Либо просто саморезанием в стене фиксировать внутренние стены. Этот вариант позволит более гибко использовать пространство, то есть можно будет закрепить в любом месте. Давайте еще раз. Расположим на дверной проем. Так, что у нас там? Сверху. Вот не прошло и несколько минут, у нас полстены уже есть. Включать. Сначала здесь.
не хватает. Ну, таким образом. Принцип понятен. Продолжаем дальше. Ну, принцип понятен в сборке. Но осталось нам прояснить самый главный вопрос. У нас появились пустоты в этих блоках. Покажи. Чем заполнять? Вот преимущество нашей системы, мы так считаем, что заполнение может быть разным. Мы как основное будем предлагать пенобетоном, заливку пенобетоном. Но, однако, есть множество вариантов разного заполнения, начиная от минеральной ваты, керамзит, перелит, вермикулит и так далее. Потом комбинация этих утеплителей. Причем заполнять можно наружные стены одним, внутренние стены другим утеплителем. 300 мм заполнения обеспечит хорошую теплоизоляцию, что зимой, что летом. Ну, таким образом мы тут за 20-30, пока еще без навыков особых, собрали угол дома. Вот помножить это, скажем, на 8, и уже можно считать, что дом готов. Один упал. Но мы будем очень рады, если вы заинтересуетесь нашей системой. Будем благодарны конструктивной критике. Это очень важно. Потому что мы пока создавали эту систему, очень много думали, какие плюсы, какие минусы. Ну, на наш взгляд, плюсов больше, чем минусов. Минус — это, конечно, многих пугает легкость конструкции, но это легкость кажущаяся. По мере того, как дом будет вырастать, все крепления будут сделаны, он становится все жестче и жестче. Когда нагружается еще и балками перекрытия, он вообще становится жестким. И самое главное, сейсмоустойчивым. Сейсмоустойчивость мы еще, конечно, будем просчитывать, но на наш взгляд, для сейсмоопасных районов это будет очень хорошее решение. Так что спасибо вам за внимание. Это ваш первый дебют. Все так складно. Будем еще продолжать вас знакомить в дальнейшем. Покажем, как это все засыпается или заливается. Образцы протестируем, проэкспериментируем на нагрузки, на все остальное. Надо еще сказать несколько слов об облицовке. Тоже появляется широкий спектр возможностей, что снаружи, то изнутри. Изнутри будем рекомендовать обшивать гипсокартоном. В первую очередь для пожаробезопасности. Гипсокартон, он обеспечивает какую-то дополнительную защиту от огня. Снаружи можно от самого простого от наклейки фасадной сетки и штукатурки, шпаклевки, покраски. И появляется очень много возможностей. Облицовка
фасадными панелями. То есть она дополнительно еще направляющие создадут жесткой конструкции, вентилируемый просвет обеспечит вентиляцию самого USB, продолжит продлить срок его службы, защитить от внешних воздействий. Но это уже зависит от желания каждого заказчика. То есть, опять же, преимущество системы, то, что появляется очень много разных возможностей использования разных материалов, разных способов. Мы создаем основу, а облицовка уже это дело дизайнеров, архитекторов, ну и самих заказчиков. Ну, на этом все, наверное, на этот раз. Спасибо за внимание.